they spend craving for Friday's highs. All the people want is but the baseline. Чемпионы в гонках на собачьих упряжках, карельские знаменитости, а еще основатели фирмы по производству натуральной косметики, успешные предприниматели Александр Столяров и Вита Черная. Все вроде у них есть, можно почивать на лаврах. Нет. Я думаю, наверное, ошибка всех и каждого, когда кто-то решает, что можно уже остановиться. Никогда нельзя останавливаться, тем более, что поездка в Европу, она нам покажет то, что люди уже давным-давно прошли. Да? Если мы только встали на этот путь, да, мы всего лишь хотим делать качественный продукт и правильно его преподносить и продавать, то все-таки в Скандинавии это уже делают давным-давно. Справедливо рассудив, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать на круглом столе, отправились в Финляндию да Швецию посмотреть на чудо заморское, что зовется Creative Industries. Люди творческие с северо-запада России. Заметки на полях визита. С чего начинается творческо-предпринимательская карьера? Открывать для себя Америку начали в Хельсинки, в университете Aalto. Университет Aalto – крупнейший университет Финляндии, но не в этом его уникальность. Отличительная особенность данного университета в том, что здесь пересекаются сразу 3 отрасли. Студенты получают образование в области искусства, экономики и техники. Слияние научной, деловой и художественной мысли открывает совершенно новые возможности для решения современных технологических задач. Так кричат рекламные плакаты вуза. Что на первый взгляд? То, что это необычное с нашей точки зрения учебное заведение, понятно сразу. Главное отличие в системе преподавания в университете Aalto от системы преподавания в российских вузах – это то, что здесь основное внимание уделяют практике. Если в российских вузах 80% это теория, то здесь 80% это практика. И еще одно. Здесь гораздо более неформальная атмосфера. Вы совершенно спокойно можете во время учебы пойти на кухню, налить себе чашечку кофе, выпить, отдохнуть. Студенческие мастерские вызывают зависть уровнем технической оснащенности. Необходимое условие для вуза Северной Европы – наличие Fab Lab. Это лаборатория, набитая разнообразным оборудованием для так называемого цифрового производства, то есть заданного с помощью компьютерных программ, не требующего ручного вмешательства. Вот этот станок – лазерный резак. Сначала вы задаете форму на компьютере, и потом он вырезает из дерева, пластика, металла. Пожалуй, самый популярный девайс здесь. Первоначально Fab Lab и задумывался как место, куда может прийти каждый желающий и собственными силами реализовать самую безумную свою потребность. What is the purpose of this armchair? I don't know. It's a purpose. It's a prototype. Ткацкие и трикотажные, столярные и токарные станки, телевизионное оборудование от батарейки в радиомикрофон до новейшей видеокамеры. Все оборудование доступно для студентов и преподавателей в любое время. Та самая волшебная комната в университете Aalto, где вы можете взять любое оборудование, камеры, микрофоны, штативы, все что угодно для того, чтобы выполнить свой проект. Будь вы студент школы экономики или студент-архитектор, в любом случае вам здесь открыт путь. Все оборудование бесплатно и все оно практически новое. Студенты на этом оборудовании выполняют свои проекты. Чаще это коллективное творчество, а в веб-студии за инновационным столом разрабатывают сайты, говорят успешные. Секрет успеха – сайт должен быть легок в использовании. Легко найти нужную информацию на стационарном или мобильном устройстве.
Это направление университета условно можно подразделить на 3 части, на 3 фабрики. Media Factory, Service Factory, Design Factory. Они выступают в качестве экспериментальных площадок, выставочных залов и источников вдохновения. Слово «фабрика» в названии уместно, поскольку располагаются креативные факультеты в бывшем заводском здании. Это у нас историю сносят. В Финляндии, впрочем, как и в Швеции, ее вписывают в современные реалии. Пример – побратим Петрозаводска Умио. Когда-то здесь располагались цеха целлюлозной фабрики, затем помещение было отдано Академии художеств. В 90-е она переехала в новое современное здание. И лишь в 2014 году, когда Умио был избран культурной столицей Европы, здесь обосновался инновационный центр местного университета. А вообще именно здесь находится столовая. Столовая с огромным экраном – самое заметное отличие одного центра от другого, а разницы одной фаб-лаб от другой нет и не должно быть. Здесь среди множества проектов выделяют 3. Во-первых, мечтают распечатать из отходов древесного производства 3D-модель многоэтажного дома. Второе, по заказу муниципалитета уже изготовили прототипы станков, на которых из пластиковых отходов будут выглаживать обмотку для провода. Один из проектов по вторичной переработке пластика. По стеклу и бумаге вопрос решен, а пластик большей частью сегодня сжигают, а для охраны окружающей среды это минус. В швейной мастерской изучают возможность применения кондуктивных ниток, проводящих электричество. Надел такой костюмчик и на экскурсию по городу. Аудиогид с информацией об Умио уже с тобой. Умио дважды столица. Столица губернии Вестерботтен, самый крупный центр севера Скандинавии. Здесь проживают более 120 тысяч человек. А еще Умио – культурная столица континента 2014 года. У второго по величине города провинции свое звание. Skellefteå принадлежит один из лучших парков Европы этого года. Город известен своей хоккейной командой, теперь вот добавился парк и большая надежда на строящийся инновационный центр. Шведская провинция Вестерботтен весьма известна своими продвинутыми инновационными технологиями. В Умио, городе очень похожем на Петрозаводск численностью населения, тем, что это студенческий город, есть свой инновационный центр. Но и во втором по величине городе провинции Skellefteå строит свой весьма концептуальный инновационный центр. Концепция навеяна сериалом Twin Peaks. Здесь даже конференц-зал назван именем Лоры Палмер. Швеция в последнее время продвинулась далеко вперед в развитии IT-технологий. И не только в крупных городах. Здесь, в маленьком северном Skellefteå, несколько десятков компьютерных фирм. Мы не работаем только с новыми компаниями. Здесь они вместе с устоявшимися. Старые нуждаются в новых технологиях, чтобы выжить. Мы называем это цифровая трансформация. Договор на аренду рабочего места заключается на 3 месяца. К вашим услугам комнаты переговоров, конференц-залы, большие площадки и, естественно, интернет, а также маркетинговая служба центра. Даже если вы снимаете площадку для концерта или другого мероприятия, проблемы по продаже билетов возьмут на себя сотрудники центра. Творческие индустрии – это бизнес. Чтобы преуспеть, нужно победить. Жажда победы здесь во всем. В Умио инновационный центр больше, в Skellefteå гораздо концептуальнее. Парк в Skellefteå носит звание второго лучшего парка в Европе в 2016 году, а в Умио он просто старше. В битве за потребителя сегодня побеждает что-то необычное, интересное, новое. А новое, ну вы знаете, это хорошо забытое старое. На одном полюсе бума творческих индустрий
высокие компьютерные технологии, на другом handmade, продукт, произведенный по традиционным технологиям. В одном из самых старых и самых очаровательных районов Умио расположились мастерские Бенгта Эрика Нильсена и его супруги. Дом найти нетрудно. Перед входом и во дворе вас встретят и проводят деревянные скульптуры. Моника ведет курсы по изготовлению предметов обихода и сувениров по традиционным технологиям. Сегодня ее приоритет – изделия из стекла. На один предмет, например, вазу, уходит до 12 часов. Поэтому наш мастер-класс схематичен, но вполне понятен. Используем 2 куска стекла, каждая толщиной 3 мм. На первом выкладываем узор, нижний разрезаем. Накладываем одно на другое и в печь. Обжигаем при температуре 730 градусов 12 часов. Следующий шаг – слияние с керамической формой. В той же печи при температуре 660 градусов. Еще сутки и вуаля! Бенгт Эрик – столяр, краснодеревщик, реставратор. Сегодня работает в основном по заказу муниципалитета. Восстанавливает памятники. Вот эти вазы реставрирую. Реставрирую памятники, кресты, снимаю ржавчину, полирую, крашу. Часто заказы очень сложные, но каждая работа уникальна. Мастерская по художественной обработке серебра волшебным образом превратилась в мультиинструментальную мастерскую. Здесь и керамика. Соседнее помещение занимает столярная мастерская, где представлены настоящие произведения искусства из разных пород дерева. Ну а главное помещение, наверное, любимое помещение хозяина дома, занимают реставрационные мастерские. Традиционные ремесла и традиционные сувениры – творческая индустрия, основанная на сохранении прошлого. Развито что в Финляндии, что в Швеции. Съездить в гости из одной страны в другую – все равно, что заглянуть за спичками. Но способ коммуникации для нас не очень привычный. Трудно быть некреативным, когда из страны в страну приходится перемещаться не на поезде, не на самолете, не на машине, а на пароме. 40 евро, 4,5 часа, и вы из Васа, Финляндия, перемещаетесь в Умио, Швеция. Есть, конечно, различия. 2 разные валюты, разное время, но как минимум одно общее – государственная поддержка творческих инициатив. Это обязанность местных властей, но идеология одинаковая, будь то на севере или на востоке. Помощь начинается с обучения. В Северной Карелии существует целая система тренингов и семинаров для начинающих предпринимателей. Естественно, с добрым советом, начальным капиталом вы добьетесь гораздо большего, чем с одним советом. Поэтому стартовать помогут и финансово. Субсидия чуть более 4000 евро на полгода. Нужна хорошая идея. Второе, что требуется определенный уровень знаний, опыт работы, достаточные навыки для создания бизнеса. Но самое главное, у начинающего предпринимателя должна быть вера в успех, вера в себя. Получить финансовую помощь могут не только начинающие, но и уже существующие фирмы. В Йоенсу есть целый исторический квартал. Здание 19 века. Еще в начале века нынешнего здесь располагались службы администрации города. Сегодня под эгидой соответствующей ассоциации собраны предприниматели, которые поддерживают традиционные ремесла. Для магазинчиков с сувенирами ставки аренды ниже рыночных. Магазины непростые, побуждающие к самостоятельному творчеству. Берем старые лыжи и крючки, соединяем, получается вешалка. Люди смотрят, что можно сделать из старых вещей, уходят наполненные идеями. В соседнем доме открыты швейные и ткацкие мастерские. Приходишь, покупаешь нитки и под чутким руководством постигаешь секреты старинного мастерства.
Потом здесь же можешь и продать результат труда своего. А туристы в этом квартале приобретут самые интересные оригинальные сувениры, а не штампованные на китайских фабриках магнитики. Может, и для вас это стало открытием. Йоэнсу, по сути, провинция Карелии. Редкий житель нашей республики не бывал здесь. Но что мы знаем о Йоэнсу, кроме горнолыжного спуска Коли, главной торговой площади и многоуважаемого волка? А между тем, в 15 километрах от Йоэнсу находится штаб-квартира компании, известной на весь мир своими видеоинсталляциями. Компания называется Nordic Light Artist Kari Kola. Основатель про себя говорит, что с самого детства любил свет. В Финляндии темно, поэтому он хотел использовать свет, чтобы преобразить темноту осенью и зимой. Его специальность — смешивать разные формы искусства. Его страсть — большие уличные инсталляции. Самая известная была построена в Париже. В прошлом году мы установили свои инсталляции, кроме Финляндии, еще в 10 странах мира. Их посмотрели около 3 миллионов человек. Штаб обосновался здесь только этим летом. Те, кто занимается высокими технологиями, конечно, могут работать в удаленном доступе, но все же это часто командная работа. Видео, свет, фото. В команде этой важны быстрые и легкие коммуникации, поэтому большинство фирм предпочитают собирать своих сотрудников в одном физическом месте. Сегодня 10 контор объединились под одной крышей, в том числе и фотограф Саари Корпи. Его творческая индивидуальность распространяется на все 360 градусов. Он занимается созданием панорамных снимков в разных частях света. Вот это наша последняя работа. Парк в Португалии. Снимали круглые сутки. Идея — показать, как живет парк. Чаще всего работы Саари нужны как составляющие для трехмерных проектов. Трехмерными делает свои игры и Тони Аалтала. Он и еще 20 студентов университета Йоэнсу творят в игровой студии, не только для себя. А еще Йоэнсу высокотехнологичный. В этом помещении, скромно именуемом Network Oasis, помогают создавать продукцию фирмы Rovio, игра которой Angry Birds завоевала весь мир. Видео, фото, игровая индустрия. Но и это еще не все. And what about music in Finland? Здесь, в лесах, затеряна уникальная не только для Финляндии звукозаписывающая студия. Коттедж и строился как звукозаписывающая студия. Дизайн разрабатывал Джон Флинн. Его самое известное творение — Abbey Road Studio. Расположение на берегу озера Пиелинен в самом центре финской природы предполагает расслабленную атмосферу. Расслабленная атмосфера, творческий подход и тяжелый труд. Эта поездка показала, что творчество – это очень тяжелая работа. Очень тяжелая работа с утра до вечера. Единственное, что это не на фабрике, где ты делаешь какую-то монотонную работу, а где ты вкладываешь свою душу. И что результат у тебя будет не сразу. Да? И, наверное, это было бы очень важно, в принципе, узнать многим жителям России, для которых само еще понятие творческих индустрий не сформировано. Да? То есть работа руками, работа ума, какого-то воображения. Да? То есть у нас еще, наверное, нет самой культуры в нации, да? Когда человек бы представлял, с чем он столкнется. Да? То есть все знают, что есть офисная работа, все юристы, все менеджеры. И, в принципе, вот эта поездка показала, что есть огромное количество возможностей реализоваться
вообще во всяких разнообразных сферах, да, используя свое собственное призвание. Poika Jumala.